Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс на декабрь 2025. События на пороге. События с первых дней месяца. Давайте с вами узнаем, что прояснится в декабре и что ждет ваш знак зодиака в жизни личной, во взаимоотношениях, в финансовой сфере, в сфере ваших достижений, планов. Последний месяц уходящего года, как правило, подводим итоги и уже намечаем планы на будущее. Давайте узнаем, что нам раскроют карты. А я бы сказала, планетарные транзиты нам могут давать даже подсказку. И вот именно конфигурация декабря 25-го похожа отчасти на декабрь 24-го. И январь, мои дорогие, тоже 26-го будет похож на январь 2025-го. Понятно, что не один в один, но какая-то известная история или известная тема, она может как всплывать на поверхность, требовать вашего решения. Это связано с Ураном. Ураном в ретро-движении и в знаке Телец. Один в один такая же конфигурация была год назад. Поэтому какой-то дежавю, то, что нам знакомо. Здесь декабрь месяц не совсем те энергии, когда мы что-то оставили и переключились полностью на новое. Нет, это какие-то хвосты мы будем подтягивать. Или разбираться сами с собой в собственной жизни. На что мы соглашаемся, от чего мы отказываемся. Вот давайте с вами узнаем. Поэтому будем с вами реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но может дать подсказки. Или рассмотреть альтернативные варианты. В любом случае, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вот эти самые подсказки какие-то ваши будут. И я оставлю на всякий случай ссылку в описании под видео на видео декабрь 2024. Оглянитесь назад, прокрутите историю своей жизни, с чем тогда были связаны события. А может быть, вы найдете и на январь, а у вас тут, посмотрите, как что-то получается. Солнце. Так вот, на январь все видео есть на канале, поэтому вы можете вернуться именно во вкладке «Видео» и пролистать вниз, назад. Солнце – это выбор правильного направления символ. А еще прояснение, вот ясность, да, в каком-то вопросе. И это явно та будет тема. Вы с чем-то определяетесь. И у каждого тут свои будут определения, но вот то, что вы возьмете для себя как приоритет, скорее всего, активные ваши действия в течение как минимум полугода. Сама по себе очень такая емкая, доброе значение. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что вам еще расскажут. Ну, вот, наверное, даже этого достаточно. Смотрите, солнце, часы, добрые перемены. Вернем солнышко на место. Нехай будет. Так приятно. И рассмотрим, что ж тут еще, как подсказки. Но солнце это ведь, знаете, его величество еще может быть как случай. И как мы сумеем этим случаем или оказией даже, почему нет, распорядиться, то это уже зависит от нас. Смотрите, дорога. Может быть, это и дорога куда-то далеко, далекая поездка. А может быть, и мелкие какие-то перемещения, которые необходимо сделать для того, чтобы либо по работе, либо по вашему бизнесу, или просто по документам, да, официальные какие-то лица мы ходим, да, что-то хотим состыковать, согласовать и разобраться, а у кого-то это к вам кто-то в гости приезжает. Ну вот. Может быть, и вы к кому-то в гости засобираетесь, и такое я тоже не исключаю. Венок – это радость, как радостное известие, или просто, ну, сама по себе радость, потому что тут нам уже показали до этого, что что-то у вас получается очень хорошо, а может быть какая-то важная встреча, которая тоже принесет радость. Но в целом хорошее настроение, может быть и дорога, мои дорогие,
которое вам будет в радость. А у кого-то в дороге может быть знакомство, а может быть это сама по себе вместе, как с солнышком, с переменами. Тут у кого-то планирование переезда. Прежде вы не думали, а вот здесь вы на это решитесь. Ну вот смотрите, у вас, теперь я увидела, выпадает нож. Это ссора. Ну, мы предупрежден, вооружен. Хотя тут может быть какая-то история, когда уже эта ссора случилась, да, завершать вы это наоборот будете и как-то выравнивать, к примеру, отношения. У кого-то по работе, у кого-то личная жизнь. Но, может быть, вы с чем-то и не согласны, а вам придется, мои дорогие, искать тоже где-то компромисс. Может быть, и поначалу, да, вот вам что-то не нравится или вам желательно сделать что-то иначе или поступить как-то иначе, а как в рамках обстоятельства складываются, потому что тут перемены, правильно? Поэтому перемены добрые, когда часы, а рядом еще и солнце. Тут, знаете, ну, как мало что прояснение какой-то ситуации, так для вас постепенно, шаг за шагом все и ясно становится. Может быть, зачем все это было нужно, или, да, вот какие-то прежние перипетии. Или, может быть, по части окружения, все-таки я такое тоже допускаю, кому я могу доверять, а кому нет. Может такое значение говорить о том, что какой-то человек себя проявит. И если прежде были сомнения, то вот теперь уже тут и сомнений не остается. В нашем пасьянсе мы можем складывать значения, которые в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Вот я проверяю, что у вас еще мы можем соединить, и не вижу. Нет, не вижу, мои дорогие, поэтому давайте пойдем дальше. Что нам расскажут карты Таро на декабрь для вашего знака зодиака? Первая карта будет называться «Что уйдет?». Ну, или «Что вы завершите?». Может быть, от чего-то откажетесь сами. А что придет взамен? Что нового идет на ваш порог? С кем это будет связано или с чем? Может быть и так, какие-то дела, а может быть и персоны. Чего опасаться? Чем не соблазняться? В чем быть аккуратным, внимательным? Что прояснится? И по основным сферам жизни чего ждать? Сфера сфера личной жизни, сфера любви и взаимоотношений в целом. А вот следующее как раз про финансы. Сфера финансов, чего же там ждать? И сфера ваших достижений, мои дорогие. У кого-то работа, у кого-то важные встречи, кстати. Может быть, переговоры какие-то деловые, ваши планы, договоренности. Итак, что же там уйдет? Вам придется какую-то стратегию, тактику пересматривать, может быть, с учетом этой карты. Как и по финансам, все-таки девятка чаш – это больше карта именно финансового дохода, достатка, ваших вложений. Но именно в этой карте здесь еще и семья. Это не обязательно, что будет касаться семьи, но, может быть, есть какие-то, как смена планов у кого-то, да, вот нам тут говорят перемены. И это может быть инициировано самыми разными вопросами. Но карта говорит, вот если ты был уверен, что у тебя, допустим, идут из определенного источника твой доход ты получаешь, вот здесь что-то может быть пересмотрено. И это не потому, что вы этого хотите, а обстоятельства, может быть, внешние так складываются. И я должна сказать, период декабря и января, он до 4 февраля, это точно будет богат где-то на такую информацию, которая, ну, как камни с неба. Может быть. А если мы начнем что-то проверять, и видим, нет, истина где-то рядом. Поэтому доверяй, но проверяй. Может быть, и вам где-то придется, ну, вот так вот осуществлять некоторые ваши действия, искать достоверную информацию, обращаться к специалистам, у кого-то и к юристам, потому что вам нужно что-то сделать очень правильно. Как перестроить какую-то стратегию, свою тактику на новый лад. Методы какие-то вам придется явно менять. Но карта однозначно говорит, будь внимателен к деньгам. Здесь вот явные какие-то перемены грядут. В принципе, мы все ожидаем, ну, как системы, технологии, да, вот именно финансовые, уже как, ну, электронные деньги или электронного взаиморасчета.
в какой бы стране вы ни находились, уже эти активизируются вопросы, ну и вопрос времени, когда это будет введено. Но, может быть, вы как раз, ваша работа, деятельность с этим связана, или ваши намеченные планы. Тут именно нужно что-то, как себя адаптировать к чему-то, к новому порядку. И я должна сказать, если мы говорим по части Урана, Уран в ретро-движении у нас, и он пробудет в ретро-движении в знаке зодиака Телец до 4 февраля. И в целом это в центре внимания вопросы благополучия и, безусловно, где-то финансы. Но это могут быть и вопросы недвижимости, покупка, продажа дома. Так вот, с 26 апреля 2026 года, это забегая немного вперед, так чтобы вам, ну, немножко траекторию прояснить. Уран переходит в знак зодиака Близнецы. Там он себя чувствует, знаете, как рыба в воде. Там ему покомфортнее. Это не тяжеловесный телец, который, ну так вот, он больше нацелен на то, чтобы сохранить, нежели так вот раз и куда-то там прыгнуть, стартануть, что-то быстро так изменить. Нет, но вот когда Уран в Тельце, это где-то касается и вас, хоть вы и не Тельцы. Именно в Тельце Уран влияет на знаки зодиака, стихии Земли и воды в целом. Вот у вас изменение какой-то конфигурации, но когда вы, как прошлое дежавю или прошлые ситуации какие-то, может быть, у кого-то взаимоотношения, но может быть именно финансовая какая-то история. Она может вами быть пересмотрена буквально до 4 февраля или будут к этому предпосылки, а потом уже с начала февраля и до 26 апреля это будет означать какой-то новый формат. Так вот, может быть, приходят какие-то подсказки к тому, чтобы вам пересмотреть какую-то свою стратегию, тактику по части финансов. Потому что после того, как Уран перейдет в Близнецы, он одновременно окажется во втором доме гороскопа для тельцов, а это финансы. И я должна сказать, что и у вас, мои дорогие, Юпитер. Сейчас он в первом доме гороскопа, а будет во втором, который тоже отвечает за финансы. И мне очень хочется сказать, что есть смысл уже в декабре, знаете, пойти от противного. Ну, может быть, даже для тех, кто занимается или планирует развивать личное творчество, личное дело. Вот именно вторичный доход ищет. Уран, он все дробит. Чем больше каких-то, ну как, доходных мест, будем говорить. Или когда вы, может быть, как инвестиции какие-то делаете или храните деньги, да, тогда не в одном месте, не в одном банке, не в одной валюте. Ну вот именно раздробить что-то он нас приглашает. Поэтому вот вам есть о чем подумать. Это касается денег и вашей личной жизни. Но это так, забегая вперед, пусть не для всех, но для кого-то это может быть подсказка полезна. Что придет взамен? Что нового идет на ваш порог? Любовь, мои дорогие. Ну и выбор. Вот так. Потому что карта влюбленной – это действительно может быть отчасти все то, что я говорила. И именно деловой, рабочей сферы и финансовой касается. А для кого-то встреча с новым человеком. Почему нет? Или развитие уже существующих отношений. Может быть, как на новый уровень они переходят. Может быть, закопать топор войны и все ссоры. Примириться, мои дорогие. Вот это тоже. И правда, и планетарно ведь такие очень добрые энергии. Именно добрые энергии. Вы сами люди добрые. В большинстве своем это вы, мало того, что люди интуитивы и одновременно эмпаты люди. Потому что вы способны чувствовать чужую боль. Но, может быть, в отношении вас прежде это как-то была игра в одни ворота. Может быть, кто-то встретит своего человека именно, да? Или когда какие-то, ну, важные решения вам тоже предстоят. По этой карте, именно в этой колоде двое и как красной нитью связаны их руки. Вот какие-то узы, у кого-то брачные. Хотя я, конечно, допускаю, может быть и совершенно все наоборот. Почему нет? Но любовная история – это что-то новое, как будто, и пусть это где-то хорошо забытое старое, но значит, через какие-то условности, недоговоренности, недопонимания прежнее, вы словно можете перешагнуть этот барьер. Чего опасаться, за какое дело не браться?
отдыхать. Вы знаете, вот тут нужно сконцентрироваться по этой карте как бы на самых важных вопросах, которые касаются вас. Не, знаете, какое-то вселенское благополучие. Нет, вот именно декабрь, то, что касается вашей, может быть, жизни личной, ваших дальнейших планов. Опять же, финансы жезлы– это часто наша деятельность и в целом дела, работа, бизнес. Или какие-то важные согласования. Вот осталось как будто для двоих, которые несут арбузы, маленький такой отрезок дороги. Своя ноша не тянет. У тебя сил хватит донести вот эти как будто арбузы. Мы их точно донесем. Но для этого нам нужно правильно распределить силы. И, безусловно, карта говорит, не включайся в какую-то многозадачность. Вот это однозначно. Вас могут втягивать тут по разным причинам в какую-то работу или, зная вашу меру ответственности, например, да, или ваше сочувствие, сострадание – могут втягивать иные вопросы, чтобы вы с чем-то согласились, и тогда вы рискуете потратить силы впустую. Усталость будет огромная, а КПД нулевой. Вот именно делегируй то, что может сделать кто-то другой. Не взваливай на себя лишнее. Тебе свою ношу нужно донести и рассчитать силы. Может быть, карта также говорит: будь осторожен, не используй прежние методы. Мы с вами уже где-то об этом говорили. Может быть, перестройка ваших взглядов, да? А ваша интуиция вам может подсказывать, кстати, слушайте подсказки собственной души, что вот так вот делать не надо. Вот что-то нужно видоизменить. Тогда подумайте, рассмотрите, примерьте на себя какие-то иные варианты, потому что очень часто как бы прежние методы тоже не будут работать, и это в позиции за какое дело не браться. Потому что, ну, тут что-то новое у вас уже на пороге. Что прояснится, мои дорогие? Ну, прям как судьба проясняется. Старший аркан, да, вот как и влюбленные. И правда, тут по судьбе, я допускаю, пусть не у всех, но у кого-то судьбоносная встреча, может быть, даже с тем человеком, которого вы видели, знали, может быть, у кого-то и родственники. У вас, кстати, бокал и дорога. Вот что-то подобное может проиграться. Я, конечно, допускаю, что карта Иерофант– это когда мы учимся. Кто-то учится, может быть, или заканчивает, сдает экзамены, получает сертификаты. Теперь вы уже как новоиспеченный специалист куда-то собираетесь отправиться или ищете работу. Вот, кстати, у кого-то и так может проиграться. Ну, тогда у вас что-то складывается очень интересно. И я бы сказала, к добрым переменам, вот и к этому солнышку. Выбор правильного направления. В целом, наверное, вот это направление, как по судьбе, куда я иду, да, как траектория, но, может быть, и с кем? Вот такие вопросы. Ладно, что ж там в личной жизни? Личная жизнь, мы сказали, любовь и в целом взаимоотношения. Служанка в ожидании, к сожалению, так называется эта карта. Ну, так называется. Но в этой карте и в этой колоде тоже есть разные значения. Есть, к примеру, такое значение, как новости издалека или вести издалека. Это тоже, кстати, где-то предусматривает, что мы можем куда-то поехать, отправиться. Причем поездка может быть достаточно, ну, такой длительной. Мы как будто готовимся. Или мы ждем какого-то человека, тоже, между прочим, издалека, что он вот-вот появится. Тут даже контракты за рубежом, то есть это именно какие-то другие страны. Может быть, мои дорогие, захватывающее предложение. Но это как принцесса. Нам нужно что-то доизучить, нам нужно узнать, как работает, может быть, в отношении вас закон, перед тем, как с чем-то согласиться. Хотя, конечно, мы все разные, поэтому, может быть, для кого-то из вас, кто человек семейный, кто человек в паре, у вас, в принципе, ничего не меняется. Но, может быть, это вы кого-то ждете. Или в течение декабря, значит, будут какие-то конфигурации, назовем так, или возможные ваши перемещения куда-то или кому-то, или это к вам кто-то может направляться. Но как будто ожидание, оно есть. Но и оно и оправдывается, хочется сказать сразу, потому что тут у вас складывается что-то более удачно. Но хочется все-таки на декабрь узнать, что за ожидание. Что это такое, в конце концов? Ага, еще один старший аркан. Дорога к свету. Как по судьбе.
прояснение, дорога к солнцу. У каждого свое ожидание, правда? У кого-то ожидание может быть не совсем про любовь, а вы ждете, когда будет подписан какой-то документ, и тогда вот вы уже с низкого старта готовы куда-то отправиться. Или начать развивать что-то, или в чем-то участвовать. Ну, все же мы все разные, правда? Но самое главное, не оборачивайся назад, эта карта говорит. Может быть, какое-то путешествие налегке, я такого не исключаю. Это тоже своего рода, знаете, как переходное значение, как мы переступаем через порог между прошлым и будущим. Но дорога к свету, она поэтому и называется к свету, словно высшие силы помогают. И вот этот свет, куда он попал, солнечный луч, растут цветы, несмотря на то, что вроде бы снег, такая ледяная, безмолвная пустыня. И девушка наша идет босиком, и она не чувствует холода, как будто сбрасывает на ходу пальто. Есть какая-то идея у вас, мои дорогие, вот у вас что-то здесь будет, как будто меняться. У каждого свои, конечно, перемены, но с учетом аркана Иерофант, это то, чего мы не можем избежать. Какое-то, может быть, и пространство вам помогает подвести нужный итог или какой-то вывод и выход. Вот выход вы точно найдете. Что же там? Денежки, финансы. Еще одна принцесса. Но тут, если мы говорим про принцессы, то прилежная ученица. Ведь правда что-то изучать? Иерофант– это и учитель, и ученик одновременно. Вы можете быть для кого-то учителем, но и одновременно учеником, потому что по финансам как будто нужно изучить. Новые системы взаиморасчета. Я про финансы долго говорила, я уже не останавливаюсь. Тут на самом деле себя как будто перестроить на новый лад. Ну, просто необходимо. Потому что так, как прежде, явно не будет. Здесь мы уже ничего не ждем, а именно мы пытаемся адаптироваться, может быть, да, и одновременно мы пытаемся организовать нашу жизнь уже с изменившимися условиями или какими-то событиями, может быть, и новостями. Ну и у кого-то, может быть, это вы приобретаете как ресурс, как профессию, да, или ремесло, и это вам дает возможность работать из любой точки мира. А кто-то наоборот, через интернет, может быть, посредством, да, тоже хочет работать, как бы работа на дому. Может быть и такой момент. Вот прилежная ученица сидит и работает, может быть, даже и дома, да, потому что, ну, больше такая обстановка спокойная, явно, да. А вот тут, вот, пожалуйста, мешочек уже с денежками, он как будто бы готов, мои дорогие. Поэтому тут и, конечно, желание учиться, тяга к знаниям, любознательность, но все-таки и материальные перспективы. Не просто изучение для полета души, нет. Вот для этого мешочка, для торбочки, для этой. Ладно, ваши достижения. Ух, вот так. А ведь и правда. Хочется сказать, куда-то вы можете так зненацку засобираться, да достаточно быстро. Аркан Колесницы всегда скорость и еще успех. Но старший аркан никогда не проигрывается вот на тот срок, на который мы смотрим. Всегда больше, всегда какая-то своя дистанция. И вот этот успех, может быть, первые шаги, когда вы делаете. И потом, не волнуйтесь, мои дорогие, если кому-то кажется, что сейчас словно все стоит на паузе, все ускорится. Успевай только будет поворачивайся. И часто эта карта говорит, даже не упусти времени. Сейчас как есть оказия, возможность, словно высшие силы помогают. А если ты будешь как-то в раскачку, то ты тогда рискуешь потерять время и упустить возможность. Кстати, я должна сказать, вверху у нас карта, о которой мы с вами уже говорили. Если вы включитесь в какую-то многозадачность, даже, мои дорогие, из лучших побуждений. Но это, наверное, как по Хирону. Кстати, тоже статью оставлю в описании под видео, ссылку на статью на моем сайте. Ведь кто такой Хирон? Могучий кентавр. И у нас с вами складывается не только Уран в ретро, а у нас еще и Хирон присутствует в Овне. Это будет на более продолжительный период, но тут вообще в декабре именно такие планетарные конфигурации, когда какая-то прежняя история, когда мы кому-то помогали, может быть, из добрых побуждений.
А по Хирону нам говорят: первое, помни, кому помогаешь, раз. И второе, даже если ты что-то делаешь из благородства, совсем не обязательно, что другой человек в тех же энергиях будет продолжать то, что ты ему доверишь. Но и самому где-то вот свои энергии, свои силы стоит поберечь. У вас что-то, знаете, как ускориться может быстро. Может быть, это даже и как в течение декабря. Какой-то старт вам придется сделать. А может быть, это где-то и ближе к концу декабря. Вы не бойтесь менять, корректировать свои планы. Как будто время призывает вас от начала до конца руководствоваться совершенно новой стратегией. И не упустить, мои дорогие, возможность, ведь это карта успеха. Перекладывайте на себя. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, мои дорогие, а также за ваши волшебные, искренние и очень душевные комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.